Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня у нас среда, 4 января, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим. Называется он Save Миша. Спасите Мишу, спасаем Мишу. И у нас замечательные сегодня гости. Я представлю всех по порядку. У нас сегодня в гостях 4-й президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Георгий, рад вас приветствовать. Я приветствую вас, Марк, и приветствую ваших зрителей. Да, у нас сегодня в гостях знаменитая певица, композитор Нино Катамадзе. Нино, рада вас видеть. Нино? Нино у нас отвлеклась, что-то со звуком. Сейчас мы решим этот вопрос. Костя, у нас надо заняться, что у нас там произошло. Нино нас слышит? И у нас в гостях Коба Накопи, глава политсовета ЕНД. Коба, здравствуйте. Да, доброй ночи, добрый вечер. Да, Нино, вы нас слышите? Нино. Да, но мы сейчас решим, видимо, Нино отключила звук, что-то произошло со звуком, но мы, я думаю, решим сейчас этот вопрос. Мы тогда, Коба, с вас начнем. Слышите нас, Нино? Нино? Нино нас не слышит. Нино, слышите? Коба, давайте тогда с вас начнем. Вы нам скажите, пожалуйста... Вы нас слышите, да? Да, слышите? Нино. Ну, у нас бывают такие технические накладки. Сейчас мы напишем. Коба, тогда с вас. Вы сегодня же, видимо, были у президента Михаила Саакашвили, у него в больнице тюремной. Нет, сегодня мне не предоставилась такая возможность, я был вчера. Правильно? Да, вчера. Ну, а вообще, как он сейчас, Михаил Саакашвили, что сейчас с ним? Ну, его состояние я бы оценил как очень тяжелое. Вчера первое, что я увидел, это то, что у него была высокая температура, около 38. Вот как раз я зашел, он доставал градусник. Вот, и когда я сказал, вот почему такая температура, он сказал, что это не новость, это каждый день у меня так. Ну, и в прошлый раз это было, но и в этот раз тоже как бы изменений никаких в этом отношении нет. Значит, он сегодня, как бы его вес составляет 72 килограмма. Вы можете представить, с его ростом? 195 у него рост. Да, и его вес сегодня составляет 72 килограмма. Он не в состоянии передвигаться самостоятельно, он передвигается посредством специфических средств. Какие, ну, там, специальные эти для передвижения средства. Вы видели это, наверное, вот в опубликованном Министерством юстиции материале, якобы там, где показывали, типа, что он ест, оказывается, вот, и что он иногда бывает эмоциональным. Типа, вы, наверное, видели эти кадры, которые Министерство юстиции просто вот непонятно, вот, как бы, зачем и почему. Вот, и что оно этим хотело доказать, наоборот, весь мир увидел его тяжелое состояние. Его тяжелое состояние, его здоровья. Вот, но, как бы, и последние кадры, если вы там заметили, последние 15 там, или 18 секунд, как раз это новейший период. Это вот как раз примерно недели 2-3 тому назад, где я у него был предпоследний раз. И на этих кадрах сам ваш покорный слуга там рядом сидит. И вы видели, как он передвигался. Вот состояние после этого его, я бы не сказал бы, что оно улучшилось, оно ухудшилось. Его состояние сегодня, то есть он еще похудел, у него постоянная температура, он не может передвигаться. Ну, вот состояние его здоровья. Он медленно в этой больнице, параллельно тюрьме, где он находится, и где он, не знаю, последний раз, когда видел луч света, потому что окна, так скажем, специальной пленкой закрыты, вот, как бы, ну, на улицу его вообще никто не выводит. Цвет лица его, ну, это я вам просто передать не могу. Вот, и то, что мы видели кадры уже
когда он был на судебном процессе, вы знаете, он даже там выглядел лучше, чем он выглядит в палате реально, в реальной жизни. Вот состояние его здоровья. И я не знаю, вот куда смотрят власти и вообще, как говорится, вот как можно на это вообще смотреть. Вот и как можно вообще говорить, что он находится на лечении. Я ничего не хочу сказать про тех докторов, которые там ежедневно у него бывают, но как он говорит, что им приходится работать в очень тяжелых условиях, под присмотром и так далее, и так далее. Поэтому его нужно срочно переводить. Не то, что переводить. Тут уже не идет речь о том, нужно как-то лечить его, чтобы ему стало лучше и так далее. Его нужно спасать. Он погибает. В полном смысле этого слова. Так, Вот это мы... это мое ощущение, вот не то, что ощущение, это то, что я увидел. Мгм. Это правда. Да, нет И сомнений. правда никто не сможет. 20 265 человек нас смотрит, зрители присоединяются. Просьба сразу ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно лайки ставьте, чтобы эфир был доступен в рекомендованных. И обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вы нас слышите, Нино? Не слышите нас? Нино Катамадзе, в общем, ей надо еще какое-то время, чтобы включить звук. Сейчас мы это попробуем решить. Георгий, мы хотели у вас спросить. Вот мы слышали комментарии действующего президента Саломе Зурабишвили, и в общем из них следует, что как бы даже у нее нету возможности заняться этим вопросом. Не то, что его решить, вот, ну, например, помиловать по первому приговору, пока не завершились все судебные процедуры, но и, в принципе, как-то она старается снять с себя ответственность. Мне так показалось. При всем к ней уважении огромном, но все-таки она говорит, это вот какие-то партии оппозиционные, партии действующей власти противоборствуют. Но, честно говоря, это выглядит со стороны немного странно, потому что, да какая разница, что там делают партии? Вот перед вами человек, у которого большие, видимо, проблемы со здоровьем, это легко определить. Это вещи, которые объективны. Но получается, что она не может приложить никаких усилий, у нее нет никаких полномочий и компетенций для того, чтобы эту ситуацию решить. Вот что бы вы сказали, действительно она не может ничего сделать в этой ситуации? Марк, разрешите мне прежде всего поблагодарить вас за вашу Да. инициативу, потому что я думаю, что это очень правильный путь. Где-то дней 10 тому назад я сделал письмо, которое подписали все фактически высокопоставленные чиновники и политические деятели всех правительств Грузии, начиная с первого правительства, кончая вот последним. И посыл был такой, что не нужно входить в юридические подробности того, что происходит, где, какой приговор нужно по какому помиловать, по какому рассматривать виновность или невиновность третьего президента Грузии, а посмотреть на это с естественной, гуманитарной и государственной позиции. Во-первых, существует такой механизм, который я, как президент, не один раз употреблял. Это механизм на год перенести исполнение приговора. Отсрочить исполнение приговора. Отсрочить, да, правильное слово. Отсрочка приговора. То есть отсрочка приговора исходит из того, что сам приговор уже он не входит в силу, а это происходит нечто другое. Были много случаев, когда я это употреблял, к преступникам, которые и не отказывались, что они виновны, но исходя из гуманитарных соображений, исходя из соображений того, что человек уже не то, что он исполняет приговор, а это уже пытка. И в случае с Саакашвили я уверен, что и это не исходит из моей компетенции, а это исходит из тех заключений, которые мы видим по нескольким комиссиям, которые очень хорошо разбираются в этом. То есть пребывание его в неволе, исходя из специфики его заболеваний, фактически это продолжение пытки, которое ведет к смерти осужденного. То есть, если бы он даже нарушил
все пункты грузинского законодательства, начиная вот с первой буквы и кончая вот тиражом, все пункты грузинское правительство не имеет права через пытку умерщвлять этого человека. Соответственно, это одна точка зрения, так сказать, гуманитарная и, кстати, юридическая, потому что в нашем законодательстве вообще смертной казни нет, а через пытку и тем более. А с другой стороны, это уже государственная тема, потому что мы, к сожалению, страна, которая своего первого президента через военный переворот в той или иной мере умертвили этого человека. Это раскололо общество на десятилетия. Если мы то же самое собираемся сделать с нашим третьим президентом, несмотря на то, кому этот человек нравится политически или в другом контексте, то катастрофа не только со стороны других наций по отношению к нам, а катастрофа вообще в самооценке, кто мы такие. Вот эта катастрофа, она неминуема. Соответственно, Саакашвили, с одной стороны, это просто человек, и мы не имеем права пытать и умерщвлять человека. Но с другой стороны, он президент. И в этом же русле умерщвление двух президентов за 3 десятилетия, притом по явному заказу Москвы, это будет катастрофа для грузинского народа. Соответственно, вы меня извините, у меня такой принцип, я не комментирую действующего президента, я стараюсь как-то... Да, понял. Да, но самый эффективный механизм, если бы я был на этом месте, я бы не обсуждал его виновность, я бы просто дал ему отсрочку приговора, потому что это уже не приговор. Это уже не приговор на 5 лет или на 10 лет, это умерщвление человека через пытку. Я сейчас не буду входить в детали, но реально с чем мы имеем дело? Это не просто физическое заболевание, это психосоматическое заболевание. Ну, я не буду это обсуждать, но основываясь на том, что говорят компетентные комиссии, это умерщвление человека через пытку. Так, спасибо, Георгий. Нино, вы нас слышите? Да, я вас слышу. О, слава богу, слава богу. Нино, вы знаете, вот я о чем именно вас хотел спросить. Вот широкая дискуссия идет именно о, гуманитарном аспекте, почему так бесчувственна какая-то вот активная часть грузинского населения, вот культурная его часть и так далее, почему они не так снисходительны к Саакашвили, даже те, кто ему не симпатизирует. Почему вот культурная интеллигенция Грузии, люди, скажем, от которых всегда ждут чего-то особенного, это традиционно, они как-то внешне, во всяком случае, я, может быть, ошибаюсь, вы меня поправьте, они безучастны очень как-то к его судьбе, то ли старые счеты, то ли, так ему и надо, в конце концов не убудет, я вот слышу, симулянтом его называют, еще что-то. Вот нет такого, что, да бог с ним, пусть он 20 раз виноват, но нам стоит его пожалеть. Вот вы как бы это прокомментировали, это действительно так или это ошибочное мнение? Знаете, что очень важный фактор, то есть сама Грузия настолько маленькая и настолько сложная по своим, тем, что мы абсолютно все друг друга знаем, и существует абсолютно Страх. Очень большой страх. И этот страх набирает свое начало очень долго и очень тщательно. То есть сперва ты из-за того, что это глобальная проблема на самом деле, да, потому что из-за того, что маленькая страна, из-за того, что у любой профессии нету возможность развиваться, то есть все захватываются за свое. И очень обидно то, что даже если нет силы и есть страх не комментировать ситуацию Михаила Саакашвили, обидно безразличие, на самом деле реальное безразличие. Потому что это же какой-то индикатор, который говорит о том, что
если то, что вот абсолютная реальная картинка, которая абсолютно не имеет отношения, какое отношение ты имеешь к этому человеку или его политические взгляды, или его как бы предыдущий или сегодняшней жизни. Это абсолютно реальная картинка, что нужно как бы реагировать на это, потому что любая как бы социальная реакция, это говорит о том, что ты участник этого глобального процесса. И мне очень обидно, что нету реально такие реакции. Я с вами абсолютно согласна. Есть реакции, есть люди, которые комментируют, есть люди, которые, творческие люди, которые говорят, что да, нельзя, но я видела, что весь культурный, допустим, интеллектуальный праздновали Новый год так, чтобы даже никто не поздравлял, даже не вспоминал за эти 3 дня, что будет с человеком, который умирает. Да, вообще об этом даже не было и речи. И мне кажется, что проблема у нас большая, и чем глубже идет вопрос, чем сложнее, потому что тоже мне сложно конкретно про них это говорить, про культурный вот этот творческих людей, как так сказываем, но они абсолютно зависят от государства, и государственные финансы. И у них нет абсолютно самостоятельной деятельности абсолютно, потому что у них нету сольные концерты, у них, то есть у них нету, они с начала до конца зависят от Министерства культуры, от деньги правительства, то, что там, и они в свою очередь придумывают какие-то дни города, какие-то, не знаю, День независимости. И они как бы они придумали какой-то свой круг, и между собой они крутятся вокруг, кто поет. И самое главное, что когда если ты задашь вопрос, и настолько это политизировано, все говорят, что творчество и политика, они абсолютно, то есть отдельные институты. И на самом деле, то есть допустим, я лично пример, что я не участвовала нигде, ни на каких концертах уже годами, потому что я высказываю свое мнение, и я никогда не выступаю в какие-то день города, или какие-то день независимости, или Тбилисоба, или я не знаю, какого-то, даже в своем родном Батуми или в своем Кабулете они вообще отказываются от концертов. Ну, я это не высказываю, потому что я знаю причину, и у меня есть свое дело, я сама занимаюсь. Я никогда даже при Мише, при Аслана Башидзе, при Шеварднадзе, никаком время я не была зависима от государства, потому что у меня вообще другие ценности, я по-другому работаю в своем музыкальном мире, потому что мне важнее всего как бы высказать свою свободную волю, и это важнее мне в музыке, чем нежели заработать какие-то лишние деньги. Поэтому очень яркая картинка, если это красиво сказать, простите мне, я не разговариваю красиво, но чтобы было понятно, очень ярко, что сам факт, как это происходит, через чего приходится пройти Мише Саакашвили, как проходит вообще как унизительно проходят эти раквиемс судьи, и вот ни на что нет реакции. То есть они думают, что это проблема одного человека, потому что он что-то сделал такое, и должен он заплатить за это. А то, что как это происходит, и что это главные институты, который должен правильно работать, чтобы ты сам был защищен в этом, потому что никто не знает, за что тебя посадят в дальний момент, и такой же путь приходится тебе пройти. В общем, сложные моменты. Я не знаю, что будет, я не знаю, как разрешить, потому что, это очень болезненно. Я надеюсь, я смогла что-то хоть высказать, свое мнение, но очень болезненно, что проблема гораздо шире, и
большие, и на государственном уровне эти институты не работают, и это гораздо больше проблемы, чем просто мы будем отказываться от концерта, чтобы высказать правильное, честное, чистое человеческое мнение. Это хорошо, мы к этому сейчас еще вернемся. Вот смотрите, тогда, Коба, у вас, давайте в продолжение того, что мы начали говорить, мы там вернемся о европейскости, как себя ощущает грузинская интеллигенция, грузинская элита, поговорим с Ниной еще потом. Но вот смотрите, Коба, все-таки вот мы не договорили о вопросе отравления. Да? Сейчас эта тема такая, как сказать, мы видели токсикологическое заключение независимого специалиста, американского токсиколога, мы слышали об этом публичную информацию, и, честно говоря, сам Михаил Саакашвили выглядит вообще так себе. Может ли это быть результатом отравления, или же это сумма каких-то причин соматических, это одно. А вообще такое возможно было бы, если бы кто-то, не обязательно, что это власти Грузии, сказать, давайте его отравим, но кто-то как-то где-то, куда-то, что-то. Такое вообще в Грузии возможно? Вот мы как бы пытаемся разобраться. Вы знаете, как это возможно, никак не могу вам объяснить, вот технологию. Но факт налицо. Есть материалы, есть заключение американской лаборатории, очень авторитетной, и заключение международных врачей, в том числе американских, и американского токсиколога. Вот. Не брать это во внимание с учетом его состояния и с учетом того, как он выглядит, вот, например, как он выглядел вчера, просто я не имею права. Поэтому, если власти Грузии хотят опровергнуть это, то его нужно срочно переводить на лечение, и там, где ему будет оказана квалифицированная помощь в какой-либо западной клинике, или это будет в Соединенных Штатах, вот, обязательно выяснит. Но предположительно, не только предположительно, по крайней мере, по тем материалам, которые сегодня существуют от американской лаборатории и от токсиколога и экспертной группы, которая занималась оценкой его состояния здоровья, он отравлен. По крайней мере, обнаружены в его крови запрещенные, или, как вам сказать, тяжелые металлы и вещества, которые просто так проникнуть в его организм не могли. Кто это мог сделать и как это могло случиться, это другой вопрос. Вот. Я тут не могу утверждать, это, наверное, вопрос изучения. Правильно? Но факт существует сегодня. Да? Существует заключение, на основании которого можно не просто предполагать, а говорить о том, что он мог быть отравлен. По крайней мере, восприятие сегодня в населении Грузии, многих людей, с которыми я общаюсь, разговариваю, именно такое. И состояние его здоровья, в принципе, на это указывает. Потому что, да, там могут быть другие проблемы. Вы помните, наверное, те кадры, которые в свое время Министерство юстиции опубликовало, когда переводили его в так называемую тюремную больницу. Я бы так сказал, кадры нечеловеческого общения с ним, да, то есть пыток, это тоже пытка. То, что сделали с ним, когда его перевели в клинику, тюремную клинику, куда вообще не положено переводить осужденных государственных чиновников. И тем более президента Грузии. Вот. Они не хотели его переводить тогда в гражданскую клинику. Вот. После того, как общественность потребовала, и были протесты, и было требование перевести, потом перевели они в военный госпиталь, если вы помните. Да, до этого он был переведен в тюремную клинику. Что там могли с ним сделать и как с ним общались, кое-какие кадры мы увидели, когда Министерство юстиции опубликовало. А что было потом, мы не знаем. Вот. Поэтому тут вообще никакого, так скажем, не вызывает сомнения, что пытки, которые проводились, обращение, которое было с ним, и как бы то, что даже сейчас с ним делают, да, вы знаете, да, что там с 9 числа даже депутатам парламента не разрешают нам не разрешают его посещать с 9 января.
Почему-то, например, можно было посетить его 3-го, или сейчас вот мой коллега завтра должна тоже посетить его. А вот с 9 числа нельзя по каким-то соображениям то ли безопасности, то ли соображениям медицинским. Вот, нельзя сегодня. Почему они предварительно уверены в том, что нельзя будет это сделать, например, через 4 дня? То есть тоже непонятно, да? То есть вот почему, например, нельзя занести к нему письмо? Депутат парламента почему не имеет права занести к нему письмо или получить от него письмо и вы? Сейчас вот почему-то нам запретили, и пока осталась как бы единственная связь с ним через адвоката, который может занести письмо и вынести письмо. Либо говорят, что, пожалуйста, пишите, кладите в конверт, отправляйте и да, чтобы тщательно и внимательно изучить содержимое того или иного. Понимаете, да? То есть да. То есть, вот это тоже, я считаю, что одна из форм пыток. Вот. Ну, реально, да? Человек находится в больнице, человек находится в тяжелом состоянии, да? И его практически лишают коммуникации. Сейчас единственная коммуникация — это адвокаты остаются, и пока еще мать, которая посещает, дает возможность посещать, чтобы она хотя бы как-то воздействовала на него, чтобы он принимал хоть какую-то небольшую дозу пищи. Что касается пищи, когда власть говорит о том, что вот он не хочет, дело не хочет, он не может. И это мы неоднократно об этом говорим уже и говорим давно, что надо изучить, почему не может. То ли это от отравления, то ли это от других заболеваний, которые могли возникнуть в процессе нахождения его в тюрьме или в тюремной больнице. Никто как бы пока не хочет до этого. Все сейчас говорят, ну я имею в виду власть, говорит о том, что он не питается, у него все есть, но он не питается. На самом деле это не так. Вот. Поэтому я всегда говорю одну очень важную вещь, что вся ответственность, это не только я сказал, это мы слышали от разных политиков в мире, в том числе вот последняя была еврокомиссар по расширению, она во время дебатов сказала то же самое, что вся ответственность за жизнь Михаила Саакашвили, за состояние его здоровья полностью возлагается на грузинскую власть. И человека, который практически стоит за этой властью, Бедзина Иванишвили. Вот и все. И более того, после такого давления со стороны Запада, мы видели эти дебаты в Европарламенте, мы видели заявления разных политиков, мы видели заявления президента Зеленского, которому мы очень благодарны за ту заботу, которую он постоянно, так скажем, проявляет в отношении Михаила, и вообще вся украинская власть, которая очень много делает для его освобождения. Я думаю, что просто грузинская власть это игнорирует на сегодняшний день, потому что у них есть другой покровитель, и они боятся своего покровителя. Вот. Или они просто не верят еще и не могут осознать, что войну эту выигрывает Украина. Я не знаю, что они будут говорить потом, но очевидно, что войну выигрывает Украина. Но мне кажется, что нынешние власти Грузии, к сожалению, это пока еще не осознают. Вот, когда они это осознают, я думаю, что они начнут себя вести по-другому. Но пока у них хозяин другой, к великому сожалению. Это мы обсудим. Сейчас нас почти 32 тысячи смотрят, 13 тысяч поставили лайк. Те, кто к нам подтягиваются постепенно, это люди из акций приходят и так далее, вы, пожалуйста, сразу распространяйте ссылки на этот эфир. Нам важно, чтобы грузинская власть этот эфир посмотрела, какие-то выводы сделала. У меня снова вопрос Георгию. Вот знаете, я в период вашего руководства был в Тбилиси. Ездил просто с поездки, встречался с приятелями. Да? Мне все время складывалось впечатление, что Грузия так стремится в Европу, настолько готова даже чем-то пожертвовать таким важным ради евроинтеграции, вообще говоря, какого-то продолжения курса на евроинтеграцию. А сейчас вот складывается такое ощущение, некоторое небрежение. Ну, есть Саакашвили, не Саакашвили, значит, условия, не условия, ну и как бы и ладно. Если нам грозят, а уже из Брюсселя и из Страсбурга раздаются голоса о том, что
кейс Саакашвили впрямую связан с евроинтеграцией и ее процессом. Мне казалось, что даже вот 10 раз бы он бы был виноват, ну, на весах. Представляете, как Георгий? Ну, прости бог. А, это у Нины часы, наверное, да? Ну, бог бы с ним. Это же важнее. Евроинтеграция, там, получить ПДЧ, значит, попытаться, так сказать, форсировать процесс вступления. Это же и вопрос безопасности Грузии, ее будущего и всего остального. Неужто можно этим пожертвовать ради только либо сведения счетов Саакашвили, либо, ну, может быть, выполняя какой-то со стороны Москвы заказ? Я не знаю. Это мы предполагаем, мы это обсуждаем. Вот как на весах это все взвешивается, на ваш взгляд, Георгий? Ну, Марк, вас смотрят все-таки люди, которые знают и Россию в некотором смысле, и бывший Советский Союз. Для них я хочу как-то так кратко определить, что та система, та структура власти, которая сейчас сложилась в Грузии, это абсолютно точный кальк того, что происходит в России со времен Путина. То есть это было другое. Я вас не услышал? Постсоветская такая, постсоветская. Не европейская, не проевропейская, а постсоветская система. Нет, постсоветские бывают разные, и диктатуры бывают, но я говорю про структуру власти, вот та система власти, которая построена. Вот если посмотреть на главные, так сказать, исходные российской структуры власти. Я говорю, другие постсоветские республики тоже существуют, там в некоторых диктатуры там плохо, но система власти там другая. Но если посмотреть на Россию, это, в принципе, вот такой отход от неких идеологических тенденций, которые что-то обещают народу. Здесь наоборот, ничего не обещается, просто мы защищаем народ от чего-то, от растления Запада, от каких-то других тлетворных вещей. И мы вот это обещаем. Та же система власти, идеологическая в Грузии, грузинская мечта уже давно ничего не обещает. Она единственное обещает идеологический вектор, это чтобы не допустить возвращения Миши. Вы представляете, вот чем старается эта власть работать? А сейчас уже другой идеологический вектор. Сейчас другой идеологический вектор – не допустить войну. Как будто Грузия такой фактор в войне. Это один момент. Второе – это унижение государственных институтов. То же самое, что фактически происходило в России, когда фактически неформальные элиты имеют большее влияние на политический процесс, чем формальные политические деятели, будь то парламент, будь то министры и так далее. Это второй момент. И вот через вот этот неформальный процесс, когда разрушаются государственные институты, когда фактически ты стараешься общество держать через страх, вот та же система власти структурирует это через уже пропагандистскую машину. Вот вы спрашивали о том, почему общество не вкусит. Потому что мы тоже уже на этой пропагандистской игле. Мы тоже, часть нашего общества уже живет на пропаганде. Да. И вот вы представьте, ну мы же о чем говорим? Показывают человека, которого фактически пытают, показывают его кадры и стараются втянуть общество в обсуждение деталей пытки. Угу. Вот это уже та кондиция, когда пропаганда уже отнимает у тебя свои естественные ориентиры и естественные такие эмоции. А с другой стороны, отношение к Западу фактически то же самое, какое существовало и существует в России. То есть, если Запад нам подтакает, мы за Запад, но если Запад идет с какими-то хотя бы малейшими demands, как это будет? Инвективы, претензии. Претензиями. Сразу же легко отказаться от Запада. И, естественно, в этом аспекте Запад, конечно, грешит, потому что реально нажима на эту власть фактически по
всем вопросам, которые должны были быть решены до этого, фактически не существует. Мы говорим о каких-то заявлениях, мы говорим о каких-то вот таких очень общего рода заявлениях насчет того, что нельзя людей пытать. Я уже об этом не один раз говорил, что когда показывают кадры пытки по телевидению, и на второй день вот эти западные дипломаты выступают и говорят, что они внимательно наблюдают за процессом, это само собой уже комедия. Внимательно наблюдать за пыткой, это уже ненормально. И вот для наших слушателей, если посмотреть на все это, вот в общем тот же процесс, который вы знаете в России. Демонтаж государственных институтов, неформальное лидерство, ну а в нашем случае один неформальный лидер. И такой процесс прогонки всех этих элит уже до такой степени, что они уже им невозможно делать независимые политические шаги. То же самое, что и в России. То есть эта политическая элита, она уже отфильтрована на невозможность независимых политических решений. Ну, вы, наверное, согласитесь, что в России тоже то же самое. Но в России еще усугублено и полным отсутствием хоть какого-то маневра для общества. Все-таки мне казалось, что в Грузии этот маневр есть. Ну, мнение для сил внутри общества и так далее. У вас это происходит в течение 2 десятилетий. Здесь это происходит намного меньше, и люди все-таки, они думают, что это не зашло так глубоко. А моя оценка, что это зашло очень глубоко. И та идеологическая игла, она тоже уже активно работает, потому что реально мы сегодня обсуждаем, как человек, мы обсуждаем в общественных дискурсах, мы обсуждаем, как пытать человека. И как человек реагирует на пытку. Вот этот формат, в который мы уже зашли. И вот та же калька, это идет по вот такой наклонной плоскости, а и отношение к Западу, вот то, что якобы мы стремимся сейчас к Западу. Если Запад нам будет давать деньги, если будет давать всякие льготы, пожалуйста. А если Запад будет требовать от нас демократии, то, чтобы мы людей не пытали. У нас же еще второй заключенный, ну, слава богу, он себя не так плохо чувствует, но у нас лидер оппозиционного канала, его арестовали за неправильное употребление автомобиля. Вот такая реальность. И за этим Запад тоже очень внимательно наблюдает, как Гуарами, вот руководителя оппозиционного, не оппозиционного, а оппозиционного СМИ, его арестовывают за неправильное употребление автомобиля. И фактически нажима, реального нажима на власть не существует. Потому мне очень нравится ваш подход, и я стараюсь вот это направление развить, что интернационализация этого процесса, чтобы общество на Западе знали, что происходит в Грузии, а не только те политики, которые приезжают сюда из Брюсселя для галочки. Чтобы общество знали. Поэтому сегодняшняя акция была очень хорошей, чтобы общество в западных странах, они знали, что в Грузии пытают человека, и этот человек третий президент. Так что ожидание того, что, ну как они это делают, такого, я не думаю, что это, что перед ними стоит некий выбор. Другая сторона этой медали, что у меня впечатление, что Иванишвили тоже может быть заложником всего этого процесса. По своему стилю радикализация любого процесса – это не его стиль. Он обычно старается балансировать на разных политических плоскостях. И та радикализация, которая произошла в Грузии по отношению и к Западу, и к Украине, если вы это происходит четко, вот такая радикализация происходит после 24 февраля. То есть до этого была вот такая позиция, немножко шаткая, а с 24 февраля, вот если вы включите грузинский телевизор, ну я рос при Советском Союзе, при напряжении между Западом, тогда такого про Америку, про Запад не говорили. Это ежедневная критика западных политиков,
ежедневная критика Украины. И фактически, вот если дать вам такую загадку, государства, которые критикуют постоянно Запад, и государства, которые критикуют постоянно Украину. Ну, таких, наверное, не очень много, но четко это Грузия. Где, по какому вектору стоит Грузия? И если посмотреть на это, вот с 24 февраля, это ожесточается. Мы можем думать и допустить, что ожесточение и агрессивность по направлению к Западу – это не то чтобы само решение Иванишвили, а это уже директива Москвы. И если мы посмотрим на те трагические факты, которые происходили с русскими олигархами, особенно после 24 февраля, когда Путин уже знал, что нужно ужесточить контроль, мы вправе допустить такое. И еще есть другой момент. Вот, Марк, вы посмотрите, насколько этот кейс, он на руку Москве. Вот посмотрите, и вы, и многие часто говорят, что фактически, начиная уже с этого лета, а может быть даже и с весны, все главные мифы путинской России рушатся. Это и вторая армия мира, это и Россия, с которой полмира дружит, это и непобедимость Путина, это рушится. И вот я смотрю, где у России идеологический прорыв, где у Путина идеологический прорыв. Я вам скажу, что, к сожалению, единственное, где он может сказать, что, ребята, вот я вот такой, я ему в 2008 обещал, что я его прикончу. И я это делаю. Это единственный идеологический прорыв, который у него есть за последние 9 месяцев. И, к сожалению, это делается нашими же руками. Так что Запад, на ваш вопрос, Запад для нас так же, как и для России. Если они покупают газ, нефть, если они с нами дружат, несмотря на то, что мы делаем, да, пожалуйста. А если нет, то он нам не нужен. Такая идеология уже вот этой фазы грузинской мечты. Я говорю фазы, потому что грузинская мечта была другая, и когда мы были в оппозиции к Саакашвили, у нас были и другие люди, и другие принципы, но все это уже потом отсеялось. Так. Нино, смотрите, а я вам в продолжении хотел задать вопрос. Вот, а для вас, как человека, близко расположенного к каким-то культурным потребностям, каким-то ритмам, которые в народе питают его и так далее, особенно молодежи, кстати сказать. А там про европейскость, вот такая вестернизация, про западность, ориентированность на Европу, в общественном мнении, не во власти, не в ее там закулисье и так далее, а насколько она вообще говоря, укоренена вообще. Как молодежь связывает будущее свое с Западом, с знаете, как раз молодежь это вообще отдельный на самом деле про европейский часть. И совершенно не имеет никакое отношение то, что вообще глобально, визуально видно, что какие-то, допустим, играл на сцене в разных городах на Новых годах, на вот этот Новый год. Да? Они совершенно молодежная электронная музыка, классическая музыка. И такой андеграунд совершенно не имеет никакое отношение, потому что они сами ищут свои, допустим, партнеры, своих продюсеров, у них есть интернет, у них есть давно интернет, у них есть совершенно современная музыка, они играют в разных странах, и классическая музыка. У нас платформа огромнейшая, современные молодежи, которые играют в разных оперных театрах и разных сценах, разных платформах. Это те люди, которые самостоятельно развиваются. И самостоятельно они точно знают, что европейский
такие институты, которые то, что они самостоятельно могут найти свой путь, и развиваться и войти в их в конкуренции. Потому что если развиваться зачем? Чтобы у тебя было какой-то как бы рынок для развития и для того, чтобы просто единственная возможность жить в маленькой стране, какая есть и Грузия. Так что современная молодежь, то есть это джазовые музыканты, которые закончили Беркли, вот прекрасная дочка Кобана Копья, они заканчивают, они получают образование. То есть, но самая главная проблема — это опять институты, да, просто, Георгий и Коба то, что говорят, мне даже неудобно о музыке говорить, потому что реальная проблема. Институты и Министерство культуры, которые абсолютно просто даже не постсоветское, а с начала до конца советские какие-то номенклатуры, которые абсолютно никакой функции не имеют, кроме того, чтобы заплатить людям, которые, чтобы потом заработать на них эти, как его, голоса на выборах. Абсолютно ничего не делает. Нету ни стратегии, они не... То есть у них даже, знаете что, у них даже нету видения, как нужно строить так весь этот налогоплатежные системы или развиваться университеты, или сделать какие-то образования, кроме какой-то консерватории, кроме какой-то маленьких техникумов, которые сами как-то развиваются. Да даже понять не имеет, что это такое, какой этот бизнес и как нужно развиваться, что человек из-за того, чтобы не умер от голода, надо, то есть я сейчас, как это происходит, я должна прийти, написать заявление на имя министра культуры, чтобы он дал мне разрешение, и он дал мне финансирование для того, чтобы я пошла и арендовала филармонию. Представляете, какая унизительная линия, что я самостоятельный человек, который сама пишу песни, сама делаю все, и у меня нету возможности, то есть нету ничего, не сделано ничего для того, чтобы человек был самодостаточный и абсолютно свободный от этих каких-то государственных вот этих лапках, которые заставляют тебя участвовать в вот этой совершенно неправильных или выборах, или то есть вот этих участвовать в тех сценах, которые вообще ничего не приносят. Да. Поэтому не развивается музыка. То есть вся Грузия на Новый год пела одну и ту же песню. То есть те люди, которые играют джаз, они играют совершенно в другом месте. То есть классические музыканты практически не были в этой стране, потому что все уезжают в других странах, чтобы для них это очень важно. И для меня тоже очень важно. Остальные просто, одно и то же происходит везде. То есть и в телевидениях, и то есть они поют одну песню, так сказать. Но молодежь — это единственное спасение, которые они дружат, которые получают там настоящую информацию, которые для себя живут, они делают свои как бы клубные истории, свои как бы фестивали и сам развиваются. Но ничего то есть как будто это государство, маленькое государство в большом государстве. Да. Это как бы, в общем, некоторым образом получается, новая генерация не может просто поменять поколение во власти, поскольку придут более молодые, более ориентированные на Запад люди. Вы знаете, что вы абсолютно разговоры это очень хорошо, но реальность то, что итог просто то, что сейчас получили за это 30 лет, это итог всех компромиссов, которые мы в своей жизни допускаем, да. И я поэтому начала то, что Грузия маленькая страна, и без компромиссов здесь не проживешь, потому что кто-то твой друг, кто-то твой брат, кто-то твой родной брат, кто-то вот ты этого знаешь, кого-то знаешь. И самое главное странное, то есть то, что сегодня, вчера, я на самом деле ничего не имею против, потому что многие люди вышли на улицах, у них не было дома еда, и послушали музыку хотя бы, да. Но просто то, что пели
вчера, допустим, на Новый год на сцене, они пели в прошлый раз, про прошлые правительства, про запрошлые, они не меняются, их характер не меняется. Всегда страдают те люди, которые бескомпромиссно что-то ищут, что-то говорят, что-то доказывают. Их немного. И если в таком огромном России их оказалось немного, в такой маленькой Грузии тоже их немного. Понимаете? То есть эти хорошие люди, которые готовы тратить свою жизнь, немного. Вопрос не в этом. Грузия даже не мог бороться за то, что наши герои, которые умерли за нашу свободу, за нашу совесть в Украине, чтобы их мы похоронили как героев. О какой музыке идет речь? И в институтах, которые просто вообще понять не имеют, как работает эта система. Вообще не имеют. Что это, то есть как музыкальная индустрия 20% государственного бюджета. И понять не имеет что это происходит. То есть ценности. И это, знаете, почему так делается? Потому что шаг за шагом. Вот сегодня... Завтра твой брат мне говорит, ну, я очень много борюсь со своим родственником, что зачем ты говоришь, зачем ты участвуешь, почему ты, то есть ты можешь молчать, получать много. Ну понимаете, и итог мы сегодня сидим и разговариваем совершенно о том, что почему человек не должен умереть. Марк, опять же, вы прямо можно на любой вопрос отвечать то же самое, как в России. Вот вы говорите про молодежь, да? Почему молодое поколение не идет в политику? Потому что вся идеология та же самая, вот абсолютно та же самая, как в России. Политика – это грязное дело, не идите в политику, в политике нечего нормальным людям участвовать. И идет процесс отторжения молодежи от политики. И, естественно, они приводят свою же молодежь, которая фактически по лучшим законам комсомола старается продолжать линию партии. То же самое, как в России. Фактически на любой вопрос. Угу. Смотрите, мы 51 минуту в эфире, у нас еще есть время. Коба, тогда к вам вопрос. Мы должны его тоже как-то разрешить. Вот в связи с Украиной, то, что и Георгий затронул, действительно сложилось впечатление, вот я знаю по беседам с украинскими политиками, важными лицами, что есть ощущение, что Грузия как-то хочет за счет своего положения, остаться в стороне. То есть, чтобы, не дай бог, значит, ее что-то не коснулось. И это, может быть, даже ложные страхи, что там Грузию вновь придет с войной Москва и начнется все по новой. Но пусть как бы за нас вот Грузия останется в стране, Украина там повоюет. И наше достоинство грузинской политики в том, что мы не даем себя втянуть. В том числе и в связи с историей с Михаилом Саакашвили. Вот такое мнение бытует, так сказать, в некоторой части, что Грузия как бы хочет не ссориться и с Москвой, и одновременно оставаться в положении, в котором остается, чтобы, не дай бог, на нее что-то вот такое не отлетело, и очень сдержанно в заявлениях. И помните эти споры о санкциях, об этом говорилось главой правительства Грузии, значит, что мы то ли так, то ли эдак, такая какая-то, знаете, неопределенность в позиции. А Запад-то требует определенности. Запад говорит, вы туда или вы сюда. Вы в этом окопе или в этом окопе. И мне нельзя вот так зигзагами бегать, понимаете? А складывается ощущение, в Украине, я сейчас не за всю Украину, за тех, с кем могу общаться, что вот Грузия не хочет, власть в Грузии, не сама Грузия ни в коем случае, а власть в Грузии не хочет вообще выбирать, не хочет определяться для того, чтобы не иметь последствий. Вот вы сказали непонимание того, что Украина выигрывает, Москва проигрывает. Она не просто Украине проигрывает Москва, она проигрывает всему этому Западу, большому коллективному Западу проигрывает. И мне не очень понятно, почему вот эта осторожность в Грузии, власть думает, что она может конвертировать в какие-то дивиденды. Мы вот тихо и здесь посидим, и тут, а когда все рассосется, мы спокойно, значит, получим все, что захотим. Вот эта линия, она же чревата тем, что Запад будет потерян, а с Москвой это ведь, знаете, как договариваются, Москва тот еще партнер, мягко говоря. Да. Вот как вот Украина стала триггером и таким, который привел к неправильному до известной степени выбору грузинской власти. Вот о чем речь. Да,
вы абсолютно правы. И я тоже в последнее время бываю часто в Украине и слышу от моих коллег, от моих друзей. И не только сам слышу, но и наблюдаю за тем, как себя ведет грузинское правительство. Я не зря вам сказал, что они не верят. Я искренне в это верю, что они не верят в победу Украины и коллективного Запада в данной ситуации. Почему-то им, мне кажется, что все-таки вот эти пропаганда российских ржавых ракет каких-то, да, им кажется более значительным. Вот, и они думают, что все-таки вот сейчас когда-нибудь, там, не знаю, там, не в феврале, так в марте, не в марте, так в апреле, когда наступит какой-то переломный момент, когда Россия все-таки сможет там, и так далее там, развернуть ситуацию, и в конце концов у них ведь это атомное оружие. Вот как размышляют сегодня, вот, на мой взгляд, из того, что я вижу, как говорится, грузинские власти. Вот. Абсолютно с вами согласен, что, как говорится, Запад долго терпеть не будет и не будет смотреть на то, либо Запад будет, и Запад такой есть, да, он требует, скажи, где ты есть. Ну да, не требует ты там или ты здесь, или где ты вообще, да. Вот пользоваться ситуацией, это очень некрасиво, вот мягко говоря, да. Когда сегодня Украина стоит на защите тех ценностей, за которые наши предки, в том числе грузинские, да, грузины, бились и боролись по сегодняшний день. Это то, чтобы Грузия стала частью цивилизованного сообщества. За это сегодня бьется Украина. Потому что этого никогда не произойдет. Но если, например, произошло бы в Украине, то Грузию бы просто прихватили бы, там, я думаю, в течение половины дня. Вот. Да. А сегодня Украина показала пример героизма, мужества и стоит. И не то, что стоит, она вернет все свои территории. Я в этом абсолютно уверен. Это произойдет точно в этом году. Вот. И при этом грузинские власти допускают, ну, как вы видите, да, вероятность того, что это может не произойти. И в своих заявлениях, в своей риторике. Вот. И в том, что даже вы видите, да, что и у нас границы открыты, и туристы приезжают из России, очень много туристов было в этом году. Вот. И люди, которые бежали от, как говорится, собственной страны и находились здесь, как бы, и банковские счета свои, там, чтобы спрятать свои деньги. Там, это большой наплыв был в Грузии. Да? И Грузия как бы этой ситуацией воспользовалась. И я знаю, что перемещение многих товаров происходит через Грузию сегодня на Россию. Как бы, да, очень много товаров там, и в том числе и, так скажем, продуктов питания, начиная от продуктов питания, там, заканчивая, так скажем, другими промышленными товарами, проходит через Грузию, в том числе из Грузии поставляется. Сегодня, насколько я понимаю, увеличился экспорт в Россию. То есть ситуация, которая сегодня происходит в Украине, Грузия этой ситуацией пользуется. Это уже, мягко говоря, очень не по-партнерски. Потому что если мы вместе, и я помню, что мы вместе были в пакете по вступлению в НАТО, по вступлению в Евросоюз, да, вот, то мы должны быть во всем вместе. И если мы четко для себя понимаем, что сегодня Украина делает то, что она делает не просто за себя, а за тебя тоже, ты тоже должен быть в этой упряжке. И если весь цивилизованный мир, все цивилизованное сообщество принимает санкции, значит, ты должен присоединиться к этим санкциям. Если весь цивилизованный мир принимает определенные ограничения и решения по России, ты должен быть в этих решениях и ограничениях. Но, к сожалению, грузинские власти этого не делают. Я могу это обосновать только одной очень простой причиной, что они просто боятся. Они просто боятся, и они просто завязаны на Кремль. У них там сидит свой начальник. Начальник им диктует, и пока они другого начальника не видят. Они его очень боятся. Вот. Другого объяснения этому нет. И вот великолепно высказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Вот, как бы суть, что Грузия сегодня практически вот единственная страна, где Путин может реально сказать, что он обещал в 2008 году. Там, помните, да, он
какие-то органы говорил там и так далее. И ответ тоже соответствующий от Саакашвили он тогда получил. Вот, он, в принципе, сейчас этот процесс осуществляет. Вот, и, к великому сожалению, это происходит нашими руками. Я абсолютно согласен с братом Георгий, который это сказал. И, к великому сожалению, это сегодня в Грузии происходит. Вот, поэтому абсолютно понятна и позиция украинской стороны, да. И мы видели много заявлений, в том числе со стороны украинских политиков, с упреком. И что самое главное, да, никогда никто Грузию не втягивал в эту войну. Пусть покажут хотя бы одно заявление какого-либо украинского политика, официального представителя власти Украины или кого-либо другого. Или, например, они обвиняют нас, оппозицию, и в том числе, ну, в первую очередь нашу партию «Единое национальное движение», что мы типа партия войны, который втягивал бы или делал какие-либо заявления, которые могли бы быть причиной втягивания Грузии в какой-нибудь военный процесс. Такого никогда не было. Никто не пытался туда втянуть. Это неправда, да? Вот. И сегодня главный пропагандистский, так скажем, point, да, вот на котором они сегодня держатся, это что вот, знаете, вот мы сейчас должны пройти без войны. Вот зато у нас нет войны. Понимаете? Как будто можно подумать, что кто-то их в эту войну втягивал. Это же абсолютный абсурд. То есть вот это самое главное, что они сейчас пропагандируют. Вот и обзывать, называть там оппозиционные партии, там, партии войны там, и так далее, и так далее. И пропаганда их, вот абсолютно тоже согласен с Георгием Маргвелашвили, очень схожая. Вот вы знаете, если включите проправительственные каналы сегодня грузинские, да, вот никакой разницы даже в декорациях нету от ОРТ или от РТР. Вот буквально вот они как, не знаю, там братья-близнецы или сестры-близняшки, очень похожи друг на друга. Вот, и даже риторика, и иногда даже такое ощущение складывается, что кто-то оттуда, какой-то технолог сидит и всем этим руководит. И эти фейковые новости, причем наглую так могут вот что-то такое сказать, как невероятное. И причем все так очень уверенно сидят с умными лицами и верят в это сами же. Вот. Поэтому, к сожалению, сегодня власти Грузии ориентированы ненужный, неправильный вектор. Но еще раз говорю, вся эта ситуация поменяется очень скоро. И поменяется по мере того, как Украина будет возвращать территории. А она будет их возвращать каждый день. Я в это абсолютно верю. Украина победит, и Грузия тоже победит, и очень быстро победит. Но сейчас важно в данной ситуации спасти человека. Человек реально сегодня находится в очень тяжелом состоянии. И сейчас главная задача добиться его перевода на лечение в клинику. Поэтому в первую очередь хочу вам огромное спасибо сказать, Марк. Ваша инициатива на самом деле была потрясающей, да, чтобы весь мир об этом узнал. Сегодня очень много людей во многих городах мира собрались, вот, и поддержку Саакашвили, и это очень важно для нас. Если такое давление продолжится, я уверен, что мы сможем все вместе добиться того, чтобы спасти Михаила, спасти его жизнь, перевести его на лечение. Ну что же, Георгий, Коба, Нино, мы действительно сегодня наблюдали, что почти по самым скромным подсчетам в 30 городах, столицах мира, ну там города и столицы, где есть и не только посольства, но и консульские представительства, прошли акции, где-то многочисленные, где-то малочисленные, где-то небольшие, но сам факт здесь важен, именно привлечение внимания Запада, европейских структур, в Соединенных Штатах, к тому, что происходит. Потому что война, конечно, еще и заслонила информационно историю с Михаилом Саакашвили. Потому что есть как бы приоритеты, они, естественно, реагируют на гибель людей прямо сейчас, в эту секунду. А это, в общем говоря, вещь такая, которая дурную услугу может сослужить. Конечно, война, она имеет первостепенное значение, но судьба Михаила Саакашвили отчасти, и то, что с ним происходит сейчас в Грузии, это ведь тоже отражение противоборства, войны и всех вытекающих из
из этого проблем политического свойства. Потому что если, так сказать, здесь где-то в Закавказье вот умирает человек, президент и так далее, это еще и, если выяснится окончательно, что это, в этом присутствует некая рука Москвы, то это изменит очень сильно ситуацию и в отношениях с Грузией, и в отношениях с рядом других постсоветских государств, которые, в общем, имеют намерение присоединиться к Западу, там, евроинтегрироваться и так Это далее. реально ученик Путина, надо признать это. Вот, но так мы осторожно подходим, потому что мне не с руки, я как бы действительно не лезу во внутренние дела Грузии, несмотря там на то, что кто-то обвиняет, что вот Украина пытается влиять. Все-таки судьба Саакашвили – это не внутренний вопрос Грузии. Вот как бы этого не хотелось, потому что права человека имеют наднациональный характер. Мы рассчитываем, что повлияет эта акция на хоть какое-то решение, к которому прибегнет власть в Грузии, одумается. Но уж если нет, я предлагаю нам снова собраться, снова это все обсудить. Возможно, нам придется проводить уже следующие акции, которые будут направлены на большее давление на власти Грузии. Этого бы вообще бы не хотелось. Там ведь есть и санкционный режим, много каких решений, которые может принять Запад. Мне вот уже написал еврокомиссар по внешней политике. То есть, ну, как-то, в общем, хочется, пользуясь этой возможностью, еще раз сказать грузинским властям, что не надо усугублять эту ситуацию. Зачем? Для чего? Москва не то, что и так сильна, чтобы ее бояться, но и, так сказать, потом много чего выяснится, и это станет предметом самого пристального рассмотрения будущими партнерами в Европе, в Америке и так далее. Зачем это делать, совершенно непонятно. Если вдруг окончательно выяснится, что судьба Саакашвили решается в Москве, и что за какими-то действиями отдельных политиков в Грузии, ну, государственных деятелей, управленцев, стоит Москва, будет очень все печально. Я вот странно, что это нет понимания. Гораздо больнее будет, чем то, что может сделать Москва этим людям. Гораздо больнее могут ударить. Не будем, так сказать, я не вправе называть фамилии, но все те перечисленные лица могут сильно-сильно пострадать. Посмотрите, что происходит с олигархией в Лондоне или в других местах. Как они бегают и скачут, значит, по судам российских олигархов, чтобы доказать свою непричастность к политике Путина в Украине. Поэтому мы надеемся, еще раз обращаемся к руководству Грузии, немедленно заняться этим вопросом. Действительно, как сказал Георгий Маргелашвили, отпустить лечиться Саакашвили. Он сам уже приезжал один раз. Как-то охотно верится, что если он излечится и переведет дух, может и появиться снова в Тбилиси, в Грузии и так далее. Поэтому, пользуясь этим эфиром, еще раз обращаемся к руководству с тем, чтобы немедленно приступили к решению этого вопроса, чтобы следующие наши действия, акции и всякого другого, так сказать, вещи инструментальные, не пришлось к ним прибегать. Вот, грузинскому обществу, грузинской оппозиции, грузинским общественным деятелям и политикам вместе с всеми остальными. Спасибо, Георгий, спасибо огромное, Коба, спасибо, Нино. Вот, я вас жду снова. Давайте дадим паузу вот эту небольшую, ну и как бы вернемся к этому разговору. Спасибо вам. Спасибо.